Салют, друзья! Упал, очнулся, гипс. Именно так начался мой 21 год. Сейчас я приехал в больницу и меня будут оперировать под общим наркозом. А вы пока посмотрите этот выпуск. Что, вот моя палата здесь. На этой койке я проведу ближайшие 1,5 часа в другом измерении. Мне поставят титановую пластину в руку. Вот так я неудачно упал. И не совсем удачно начал этот год, но это ничего не значит. В том году год начинался шикарно, но закончился, как все знаем, не очень хорошо. Этот год начался не очень хорошо, но точно закончится классно. Короче, все будет круто, друзья, никогда не расстраивайтесь. Этот гипс я посвящаю всем своим хейтерам. Да, я Виталий безэмоциональный. И рук в кадре теперь станет на одну меньше. По крайней мере, на ближайшие 1,5-2 месяца. С тех пор, как я начал снимать свой видеоблог, я показываю свою личную жизнь. Показываю ее положительные стороны, какие-то неприятности. И на самом деле, неважно, что происходит, главное всегда оставаться в хорошем настроении. Итак, друзья, сейчас я похож на одну большую антиковидную маску, но тем не менее, я хочу подытожить, что мы сделали с момента начала видеопроекта. Мы показали вам уже 3 фризона, сняли как их изнутри, показали, что они из себя представляют. Дубай Аэропорт Фризон, или сокращенно Давза, расположена в эпицентре международной торговли в Дубае. Именно так себя позиционирует Давза. Это перекресток неограниченных возможностей. Если вы IT-стартап или компания, которая трудится в информационных технологиях, вам обязательно стоит рассмотреть Dubai Digital Park как место для вашего старта или ведения бизнеса в Дубае или на Среднем Востоке. Фуджейра – это прежде всего портовая фризона. Именно фризона Фуджейра открывает прямой доступ ко всем международным и региональным судоходным артериям. Вблизи фризоны функционирует международный аэропорт и самый большой в регионе судоходный порт. Кстати, если вы не знали, то для туристов, которые летят сюда своим ходом, медицинская страховка, она не обязательна. Но на самом деле лучше ее сделать, потому что непонятно, что может с тобой приключиться во время отдыха. И такие случаи уже бывали не раз. Но для резидентов, которые живут в Арабских Эмиратах постоянно, страховка стала обязательна с 2013 года. До 2013 года она тоже была не обязательна. И сейчас, когда человек устраивается на работу, работодатель ему обязан получить эту страховку. Даже когда ты получаешь Emirates ID и резидентскую визу, ты тоже предварительно должен получить сначала страховку. Вот именно вот в таких случаях страховка очень пригождается. Вот если бы ее не было, мне пришлось бы за операцию заплатить порядка 10 тысяч долларов. Это за саму операцию, плюс еще всякие обследования и так далее. В итоге вышло бы где-то в районе 15. А страховка обошлась мне примерно... Ну вот моя страховка, она не самая дешевая, но и не самая дорогая. Она обошлась мне в 5000 долларов. Ну вот, что сэкономил, оправдал. Напомню, что в следующих выпусках мы посетим с вами 150 стран. Но пока пандемия, я буду вещать из Дубая. Взял интервью у успешной женщины-предпринимателя. Кстати, ее видео бьет все рекорды, да, взрывает YouTube, прям бомба. Показал истории переезда в Дубай по другим визам, по рабочей визе, по визе фрилансов. Показал, как можно активно отдыхать в Дубае. Кстати, гипс не оттуда. Очень сложно подобрать хорошие, красивые локации для того, чтобы они каждому нравились. Договориться с фризонами, которые мы снимаем, тоже непросто. Это целый процесс, который растягивается на длительные переговоры, где подключена большая масса людей, да, и так далее. Но все это делается, опять же, для того, чтобы вам, моей аудитории, было интересно, как я это делаю.
На этом канале мы вместе с вами вдохновляемся, учимся и развиваемся. Как видите, я продолжаю искать новые темы. Ваше участие для меня крайне важно. Поэтому я прошу вас, подписывайтесь, комментируйте, более активно комментируйте, ставьте лайки. Также я показал вам, как живут миллионеры в Дубае. А сейчас настоящий эксклюзив. Мы посмотрим, как она выглядит внутри. Ну, сейчас представим. Купил себе квартирку в самом высоком здании мира на 108 этаже. Лег вот так возле окошка, отвалил за нее $2,5 миллиона. Виталий, мы находимся в самом роскошном проекте в Дубаях. Как можно жить, не обладая этими миллионами, да, купить недвижимость попроще. Ну все, я пошел на операцию, увидимся. Пока. Ну что, друзья, я очнулся. Наркоз был кайфовый. Со мной все хорошо. Спасибо всем за поддержку. Увидимся в следующем выпуске. Пока.